зависит от географии, от расположения. But even here you see India wants to have 60,000 megawatt by 22. Но здесь мы видим, что Индия хочет достичь уровня в 60 тысяч мегаватт к 2022 году. Now why is China so pushing? Но почему в Китае такая четко идет ориентация на это? Потому что их компании банкротятся. Because their companies go bankrupt? No. Нет. Because of the pollution. Нет, здесь из-за загрязнения атмосферы. The pollution index today in China. Здесь индекс загрязненности воздуха в Китае. If they don't do reforms, если они ничего не будут делать, не будет никаких реформ, it's going to be 40 times higher, то он превысит в 40 раз than the World Health Organization standards. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения. And if you think you already have today, и даже то, что уже сегодня the wealthy people богатые люди leaving China уезжают из Китая for health reasons, из-за соображений здоровья, you can imagine how big the pressure is to make a change. То можно представить, какое сильное давление там существует, чтобы начать что-то менять. So one element for compensation один из элементов, который может это компенсировать, is gas. Это перейти на природный газ. But you don't want to depend on one energy source. Но не стоит зависеть от одного источника энергоносителей. That's why solar and wind Поэтому солнечная и ветряная энергия are strongly supported by находят сильную поддержку by the government. Со стороны правительства Китая. The companies in China компании в Китае, operating in this industry, которые работают в этой отрасли today, в наше время, in contrast to 5 or 6 years ago, по сравнению с тем, что было 5-6 лет назад, they do make money. А сейчас они реально на этом зарабатывают. In this element of wind and solar, сейчас ветряная и солнечная электроэнергетика. It's so important to differentiate. Здесь важно их отличать. Between what it was 5 years ago. Важно отличать сегодняшнюю ситуацию с тем, что было 5-6 лет назад. As what is it today. Потому что различия действительно есть. Again, completely comparable. Сейчас совершенно можно уже сравнивать. To the internet bubble. И можно сравнить это с тем, как был вот этот пузырь с интернет-компаниями. Back in 2000. В 2000-х. Or the biotechnology sector. Или сектор биотехнологий. They all have the same pattern. Здесь мы наблюдаем одну и ту же закономерность. And you will see a lot of people who lost a lot of money. И мы видим, что многие потеряли на этом деньги. Because they were invested. Потому что они инвестировали. During the hype. В то время, когда мода на это была. And not the trend. Когда тренд еще не наблюдался. Some of the global energy players. Некоторые из крупных глобальных игроков на мировом рынке энергии they still ignore продолжают игнорировать renewables, возобновляемые источники энергии, because they don't understand them. Потому что они остаются для них непонятны. Because it's a different industry. Потому что это другая отрасль. Similar to the car industry. Подобно автомобилестроению. None of the traditional car makers. Ни один из традиционных производителей машин was able to come up. Не смог разработать. With a pure electric car at first. Изначально полноценный электромобиль. Able to generate profit. Который мог бы быть прибыльным для компании. What's changing now is on the demand side. Но что мы сейчас видим со стороны спроса, какие изменения? You see multinational companies. Мы видим, что транснациональные корпорации they commit берут на себя обязательства to renewable energy. Использовать возобновляемые источники энергии. Because elements like food safety. Потому что такие аспекты, как пищевая безопасность, organic, etc., органические продукты и так далее, they realize that those are brands they can sell.
Они понимают, что связано с такими брендами, лучше хорошо продается, to maintain their margins. и что это обеспечивает хорошую маржу. If Unilever can put on their box of whatever chocolate or Если Unilever может на своей упаковке своих продуктов, неважно, что у них за продукты, может это шоколад, that even the plant is fully manufactured or supported with renewables, если они могут там ставить значок, что вот это предприятие полностью функционирует на возобновляемых источниках энергии, consumers are willing to pay a то premium. покупатели готовы заплатить больше за такой продукт, который таким образом, с такой маркировкой. Google aims to have 100% Google renewable energy. планирует на 100% перейти на электричество, генерируемое на возобновляемых источниках. Apple is now having a 25-year contract with First Solar. У Apple подписан договор на 25 лет с компанией First Solar, to have their all Californian operations чтобы все их калифорнийские объекты, офисы with solar. обеспечивались электроэнергией из солнечной генерации. And all the major global investment banks И также все крупные глобальные инвестиционные банки are deploying tens of billions сейчас расходуют десятки миллиардов долларов into the sector because you can make money. на возобновляемые источники энергии, потому что они знают, что на этом можно зарабатывать. The traditional oil companies, Традиционные нефтяные компании, they at the moment are reluctant они в настоящее время не торопятся, because it's a different industry, потому что это другая сфера, but as well as free cash flow но также, что касается свободных денежных потоков, with the decline of the oil price с падением нефтяных цен, is forcing them to focus on the core business again. они сейчас вынуждены заниматься своим профильным бизнесом более плотно. So that's why we don't expect Поэтому мы не ожидаем, that the global energy companies что глобальные энергетические компании will be the driver of the change. станут факторами этих изменений. More a topic for governments. More of a topic for governments. Yes. Это больше для государств. It's the subsidies of the fossil fuel. Но здесь вот вопрос больше стоит для государств. Это субсидирование использования ископаемых энергоносителей. So globally you see 550 billion Мы видим, что по всему миру 548 миллиардов долларов on fossil fuels subsidies. субсидий выделяется на использование, на добычу и использование ископаемых энергоносителей. As long as that persists, А если такая ситуация будет продолжаться, the demand of oil то спрос на нефть is going to more or less be stable. будет оставаться более-менее стабильным. But the consumers Но потребители are changing, ведут себя уже по-другому, and with that as well governments и, безусловно, это влияет также на политику государств. will come under pressure. Я думаю, что будет больше давления на правительство, на государство. Why they continue to subsidize to that extent? И будет вставать вопрос, зачем они продолжают субсидировать традиционную энергетику так сильно. You see RWE, the utilities company of Germany, А мы видим, что РВЭ – это крупнейшая электроэнергетическая компания Германии. they are now Сейчас они having the concept of the smart home. разработали концепцию умного дома. So everything which is electricity in your house Все приборы, использующие электричество в вашем доме, is optimized и они оптимизируются and completely controlled, и полностью управляются. that you will have emission-free И таким образом выбросы сводятся к нулю houses, в таких домах. and the technology they install И
технологии, которые они устанавливают, will allow the houses to be plugged plugged, at any plugged, electricity grid or at any power to grid. be plugged. Yeah. И они позволяют подключать такие дома к любым электрическим сетям. So it doesn't need to be gas, it doesn't need to be oil, it doesn't need to be whatsoever. It's an interface. То есть создается определенный интерфейс, и уже не обязательно это там электрогенерация на газе или на угле. And this is all possible because we have this vast change in technology. И это все становится возможным, потому что мы наблюдаем такие сильные перемены в технологической сфере. So it's actually software. По сути, там программный продукт управляет домом. Like Tesla is software as well. А так же, как мы видим это на примере Tesla, там тоже программа управляет. Tesla will become the biggest lithium battery У Теслы крупнейшая литиевая батарея. producer Он станет крупнейшим производителем литиевых батарей worldwide. по всему миру. They have 0 patents. Patents. They don't have any patents on the car У них нет никаких патентов на автомобиль, because they want to accelerate the change потому что они хотят, чтобы эти изменения ускорялись of the industry. в этой отрасли. Because they don't see themselves Поскольку они не воспринимают себя as a car manufacturer. в качестве автопроизводителя. An average car company Обычная компания, производитель автомобилей, employs использует 2% software engineers. Только 2% у них есть инженеров, разработчиков программного обеспечения среди сотрудников. Программисты. Tesla, В Тесле 60%. у них 60%. So manufacturing is not relevant. Поэтому для них именно производственный аспект, он далеко не самый главный. Вот это их и погубит. Не будем ставить диагноз, That's что gonna kill them. And what they see is now the range you have with the car, И сейчас мы видим range meaning how distance, How distance, how yeah. far they can run. yeah, А сейчас мы видим, что на расстояние, на которое может такой автомобиль ездить, and the speed of charging, также скорость зарядки, you're getting closer and closer по этим параметрам эти автомобили все больше и больше приближаются to traditional cars. к традиционным автомобилям. BMW BMW is the first classic car maker, – это первый классический автопроизводитель, now aggressively который сейчас агрессивно going that route пошел тоже по этому пути. with their concept of the I-series. У них есть концепт, серия называется I, That's why BMW, и поэтому BMW, as well is а также как и the engine deliverer поставщик двигателей, to the Formula E. Тоже он является поставщиком двигателей для Формулы Е. I think this is very important, and this change is coming from the consumer. Но вот это очень важная перемена, и здесь влияние потребителей, их поведения, конечно, первостепенное. So to summarize, Ну, чтобы подвести итог, it is not the end, of course, for oil and gas. я хотел сказать, что не наступил еще конец эпохи нефти и газа, But the dynamics are changing. но динамика изменилась. Some industries will suffer more. Некоторые отрасли пострадают от этого больше, чем другие. Others will tremendously benefit Но все это принесет огромные преимущества, by applying renewables. когда огромное будет преимущество от использования возобновляемых источников энергии, Clean energy, чистая энергия, because they capitalize higher margins. потому что они будут приносить все большую маржу, все большую доходность. And let's be very honest, И нужно честно сказать, because you can make money out of it, если на этом можно будет зарабатывать деньги, it's why companies do jump on it. То это привлекает очень много компаний, поэтому компании идут в эту сферу. But that's very important. И это очень важно понимать. That means as well, on the same time, И в то же время это означает, over time, industries and governments
что в наше время и государство, и целые отрасли they will start to capitalize начнут обращать внимание и зарабатывать, on the benefits используя преимущества of a sustainable, устойчивых, affordable, доступных по цене, predictable, предсказуемых and most important, secure и, что самое важное, безопасных energy. источников энергии. Not all countries have the privilege Не у всех стран есть привилегия to be self-containing on energy. быть самодостаточными в энергетической сфере. That's why a lot of governments will try to Поэтому многие государства пытаются become more and more energy independent стать все более и более независимыми в сфере энергонезависимыми, through applying those Is- technologies. используя вот эти самые технологии. So again, it's not the hype anymore. Но опять, сейчас это не просто модное увлечение, It's a trend that generates productivity gains. это сейчас тренд, который позволяет повысить производительность, That's why, at least as investors from our side, поэтому, по крайней мере, с нашей точки зрения, как инвесторов, we would be foolish to ignore. нам было бы очень неразумно игнорировать эту тенденцию. So with that, I would like to close. На этом я хотел бы завершить. Thank you very much for your Большое attention. спасибо за внимание.